Всем привет! Давайте в этом уроке поговорим о переиспользуемых компонентах. Мы уже научились переиспользовать стили благодаря миксинам, но еще можно переиспользовать и компоненты. Давайте посмотрим на нашу текущую верстку и обратим внимание на некоторые повторяющиеся паттерны. Я предлагаю ввести компонент, который мы назовем сегмент. Сегментом я называю штуку с заголовком, возможно, с дополнительным description и под которым есть некоторый контент. Это очень популярная штука. Где я ее сейчас вижу? То есть вот у нас есть некоторый заголовок и контент под ним. Вот здесь некоторый заголовок и некоторый description. На страничке с идеей я тоже вижу некоторый заголовок, некоторый description и текст. И чаще всего это повторяется на многих страничках, во многих вариантах. Но главное отличие, что заголовок бывает побольше, бывает поменьше. Вот я и предлагаю создать такой компонент и применить его ко всему нашему проекту. Давайте приступим. Раз это компонент, тогда создадим папочке Components. Назовем ее сегмент. И создадим файл index.tsx. Так, сейчас я, значит, вставлю вам JSX этого компонента. И что мы здесь видим? У нас есть сегмент, который в себя принимает следующие пропсы. Это title. Title у нас может быть неким React Node. Что такое React Node? Это хоть текст, хоть число, хоть другой JSX. Это очень универсально. Зачастую у нас title — это просто строка, но не всегда. Например, если мы посмотрим на вот сюда, то у нас в title попадет ссылка. А ссылка — это уже некоторый все-таки компонент, да? Вот. Потом у нас может быть размер, и в зависимости от размера мы будем выводить или H1, или H2. Вот. Еще у нас может быть description, но он опциональный. Как мы видим, и size у нас опциональный, но на самом деле он всегда будет указан, потому что мы указали его дефолтный. Вот. Благодаря этому, если мы его не укажем, то он будет 1, а если укажем, то будет такой, какой есть. Но указать мы можем только 1 или 2. Вот. И у него может быть children. Children — это та штука, которая передается внутрь. То есть если бы мы делали компонент div, то children для него является все вот это. Вот. И если есть children, то мы его выведем здесь. И все это с соответствующими CSS-свойствами. Давайте теперь добавим наш CSS. index.module.css. Хорошо. И давайте добавим его. Что логично, здесь мы тоже используем наши некоторые миксины. Только такой момент. У нас раньше прямо в миксинах определялись отступы. Но вообще это не очень корректно. Вот, и мы поэтому их отсюда просто уберем. Вот, пускай за отступы у нас отвечают прочие компоненты, потому что отступы могут быть совершенно различными. А сами миксины для H1 и H2 определяют только размер и жирность текста. Так, сохранили миксины. Вот у нас есть h1.title. Это значит то, что тег h1 со стилем .title будет вот таким, а h2 со стилем тем же .title будет другим. Вот. У description просто размер текста и отступ наверх, и у контента просто отступ наверх. Давайте теперь применим этот компонент сегмент к нашим страничкам. Ну, давайте начнем, наверное, с all ideas. Идем в all ideas и применяем его. То есть, что нам нужно заменить? У нас, получается, сегмент заменяет нам title и саму верхоуровневую обертку. Делаем так. Сегмент title. Итого, мы передали title. Size у нас по дефолту выставится в 1. Значит, у нас будет H1. Children у нас является вот это. И children будет поставлен внутрь контента. Хорошо. Сохраним и посмотрим. Так. All ideas есть, ничего не сломалось. Но в то же время у нас образовались стили, которые нам больше не нужны. Что мы здесь видим? У нас есть title, который нам больше не нужен. Он у нас теперь в сегменте. Дальше у нас здесь есть еще кое-что, что можно заменить сегментом. Это наш список
идеи, точнее, его отдельный компонент. Так, был он вот таким, а должен стать каким? Так, title у него, соответственно, это сама ссылка. Я позже то, что сверху удалю, вот это вот, сейчас просто, чтобы переиспользовать, покажу. Тайтлом у нас является сама ссылка, и можно ее вот в таком формате туда передать. Потом, у него должен быть size уже 2, потому что он поменьше. Да? 1 это h1, 2 это h2. Вот. И у него есть description. Description мы передадим просто текст. Просто текст, который у нас хранится вот здесь. Угу. Хорошо. Так, и все вот это, получается, нам больше не нужно. Угу. Давайте поглядим. Так. Ссылка не применилась, да? А почему? Давайте проверим стили. Idea name, idea link. Ага, ну да, стили тоже нам нужно немножко подправить. То есть, по сути, у нас теперь никакого idea name здесь и нет. У нас есть только idea, внутри него idea link. Все, другие классы не нужны. Все, idea name мы удаляем. Idea description мы тоже удаляем. И оставляем, по сути, только idea link. Давайте посмотрим, что получилось. Так, ссылки вернулись на свои места. Все, сегмент применен, а в сумме кода стало меньше. И давайте на самой страничке идеи посмотрим, что у нас получилось. Так, на самой страничке идеи нам также нужно просто добавить наш сегмент. View Idea Page. Угу. Так, и здесь у нас получается просто здесь сегмент. У него title. Data idea name. Угу. Закрывает это все сегмент. И еще у него есть description. Так, description. И в description у нас попадает вот эта строка. Все, вот это мы можем убрать. Точка текста остается. Ну и, соответственно, у нас также образовались опять ненужные стили. Какие у нас стили здесь стали не нужны? Description не нужен, title не нужен. Текст. Ну, текст нужен. Так, давайте поглядим. Все, и здесь он отлично применился. Выносить вещи в отдельные компоненты удобно, когда у вас хорошо налажен контакт с дизайнером, потому что бывает, дизайнеры рисуют так, что ничего переиспользовать невозможно, и это очень грустно, и с этими дизайнерами нужно, конечно, выстраивать отношения, договариваться, чтобы они делали все аккуратно и логично. Но если вам повезло работать с толковым дизайнером, берегите его. Вот, и тогда у вас будет возможность создавать для себя все возможные оберточные компоненты. Таких компонентов по проекту будут постоянно возникать. Это в том числе компоненты формы, это компоненты для каких-то информеров, это могут быть компоненты для обертки страниц и так далее. Многие из них мы с вами еще создадим в рамках этого учебника. Так, здесь я просто хотел рассказать вам о том, что можно создавать такие переиспользуемые компоненты и применять их, чтобы писать меньше кода. Спасибо, поехали дальше.